В далекой северной тайге, где морозы держатся большую часть года, а густые леса простираются на многие километры, стояла небольшая старая избушка. Среди высоких сосен и заснеженных троп жил пожилой мужчина по имени Егор. Он уже много лет находился вдали от людей. Когда-то у него была семья, друзья и обычная жизнь, но со временем судьба привела его в глухой лес. Теперь его окружали только тишина, шум ветра среди деревьев и голоса диких животных. Егор привык к одиночеству. Он не жаловался на свою жизнь и почти никогда не покидал свое жилище. Лишь несколько раз в месяц он отправлялся в ближайший поселок, чтобы купить необходимые продукты. Все остальное время он проводил в лесу, ремонтировал старые тропинки, проверял кормушки для животных и следил за тем, чтобы звери могли пережить суровые зимы. Однажды утром ударил особенно сильный мороз. Воздух был настолько холодным, что казалось, будто даже деревья замерли в ожидании весны. Снег покрывал землю толстым слоем, а ветер завывал между стволами. В этот день к избушке незаметно приблизился маленький рысенок. Он был совсем еще детенышем. Его шерсть была взъерошенной, тело слишком худым, а лапы дрожали от слабости. Он несколько дней почти ничего не ел и с трудом передвигался по снегу. Большие глаза смотрели испуганно, но внутри еще оставалась надежда. Рысенок осторожно подошел к двери старой избушки. Он долго стоял неподвижно, прислушиваясь к каждому звуку. Изнутри доносилось спокойное дыхание человека. Но голод оказался сильнее страха. Внутри на столе лежала свежая буханка хлеба, которую Егор испек утром. Маленький зверек медленно пробрался внутрь, стараясь не издавать ни звука. Он приблизился к столу, схватил хлеб зубами и сразу бросился обратно наружу. Он не стал есть его на месте. Хотя голод мучил его несколько дней, он словно понимал, что эта еда предназначена не только для него. Рысенок крепко держал хлеб и побежал глубже в лес. Через некоторое время Егор вернулся в избушку и сразу заметил, что дверь приоткрыта. На полу были следы маленьких лап, а со стола исчезла буханка. Старик удивленно посмотрел вокруг. «Кто же это решил наведаться ко мне?» — тихо сказал он. В его голосе не было злости, скорее любопытства и удивления. Егор надел теплую куртку, взял фонарь и вышел на улицу. Он пошел по следам, оставленным на снегу. Оружие он взял только по привычке. За много лет жизни в лесу он всегда был осторожен. Сначала мужчина шел быстро. Он думал, что найдет обычного зверя, который решил украсть еду. Но через некоторое время его взгляд изменился. Следы становились все слабее. Маленькие отпечатки лап были неровными, будто животное часто останавливалось и падало от усталости. Егор замедлил шаг. Он понял, что тот, кто забрал хлеб, был не сильным хищником. Перед ним был кто-то маленький и отчаянно пытающийся выжить. Тем временем рысенок продолжал идти через заснеженный лес. Он нес хлеб туда, где его ждали другие. Маленький рысенок шел все дальше в глубину леса. Снег становился все выше, а сил оставалось все меньше. Несколько раз он падал, выпускал хлеб из зубов, но снова поднимался и продолжал путь. Для обычного животного такая дорога была бы тяжелым испытанием, а для маленького детеныша она казалась почти невозможной. Но рысенок не думал о себе. Он знал, что там, среди корней старого дерева, его ждут те, кто слабее его. Несколько дней назад в лесу произошла трагедия. Их мать больше не вернулась после одной из своих прогулок. Маленькие рысята долго ждали ее, прятались в своем укрытии и надеялись услышать знакомые шаги. Но с каждым днем становилось все понятнее. Помощи ждать неоткуда. Старший из рысей был еще совсем маленьким, но теперь ответственность легла на него. В их убежище оставались два младших брата и сестра. Они почти не двигались от голода, а их слабые голоса становились все тише. Рысенок понимал, что должен найти еду. Он не мог охотиться, не умел добывать добычу и сам едва держался на лапах. Но он не мог просто смотреть, как его семья погибает. Именно поэтому он рискнул приблизиться к человеческому жилью. Когда рысенок наконец добрался до укрытия, он почти не чувствовал своих лап. Он осторожно положил хлеб перед малышами. Те сначала даже не поняли, что произошло, но запах еды быстро вернул им силы. Старший рысенок начал отрывать небольшие кусочки и подталкивать их к младшим. Один из малышей был настолько слаб, что не мог самостоятельно взять пищу. Тогда он аккуратно приблизил хлеб к нему и ждал, пока тот сможет сделать хотя бы несколько глотков.
Именно в этот момент к укрытию подошел Егор. Старик остановился среди деревьев и замер. Он ожидал увидеть зверя, который украл его еду из-за голода. Возможно, он думал, что перед ним будет опасный хищник, но перед его глазами была совсем другая картина. Маленький рысенок, измученный и голодный, сам отдавал найденную пищу другим. Он не ел первым. Он спасал тех, кто был слабее. Егор медленно опустил руку с фонарем. В этот момент ему стало тяжело дышать. Он почувствовал, как внутри что-то изменилось. Перед ним был не вор и не опасный зверь. Перед ним была маленькая жизнь, которая из последних сил пыталась сохранить другие жизни. Старик осторожно присел возле дерева, не делая резких движений. «Вот зачем тебе был нужен хлеб», — тихо произнес он. Его голос дрогнул. Он вспомнил свою собственную судьбу, годы одиночества и людей, которых когда-то потерял. В этот момент он увидел в маленьком рысенке не просто животное, а существо, которое тоже осталось без семьи. По его щеке медленно скатилась слеза. Егор решил не подходить ближе. Он понимал, что испугает их. Поэтому он тихо ушел обратно к своей избушке. Но на следующий день он вернулся. В руках у него была рыба и немного мяса. Он оставил еду возле лесной тропы и отошел подальше. Сначала рысята боялись. Они прятались и долго наблюдали за стариком. Но голод оказался сильнее страха. Они осторожно вышли и забрали угощение. Так продолжалось каждый день. Егор приносил еду и уходил, не пытаясь завоевать доверие силой. Постепенно маленькие рыси начали понимать, что этот человек не причинит им вреда. И однажды старший рысенок впервые не убежал, когда увидел старика. Он просто стоял на краю леса и смотрел на него. Между человеком и диким животным появилась невидимая связь. Но впереди их ждало еще одно испытание. Прошла зима. С каждым днем солнце все чаще появлялось из-за серых облаков, а снег постепенно начинал таять. Лес медленно просыпался после долгих морозов. За это время маленькие рыси сильно изменились. Те слабые малыши, которые когда-то не могли даже подняться, теперь уверенно бегали между деревьями. Их шерсть стала густой и красивой, движения быстрыми, а глаза снова наполнились жизнью. Егор продолжал навещать их. Он никогда не пытался забрать животных к себе и не вмешивался в их жизнь больше, чем было нужно. Он просто помогал им пережить самое тяжелое время. Особенно его удивлял старший рысенок. Когда-то он был маленьким и испуганным, но теперь превратился в сильного, молодого зверя. Однако в нем осталось то же самое доброе сердце. Он всегда держался рядом с младшими и продолжал заботиться о них. Иногда Егор сидел возле своей избушки и смотрел в сторону леса. Он знал, что где-то среди деревьев живут те, кому однажды он помог. Одиночество, которое раньше казалось ему тяжелым, теперь уже не было таким холодным. Но однажды ночью в лесу снова появилась опасность. Несколько незнакомых людей пришли туда без разрешения. Они громко разговаривали, ломали ветки и оставляли после себя мусор. Их не интересовала природа и животные, которые жили в этом месте. Егор услышал шум и сразу понял, что-то случилось. Он вышел из избушки и увидел, что незнакомцы направляются в его сторону. Мужчина попытался остановить их, но понял, что они настроены агрессивно. Тогда он решил отойти глубже в лес, чтобы увести их подальше от места, где находились рыси. Егор шел быстро, но возраст уже давал о себе знать. Ноги уставали, дыхание становилось тяжелым, а снег мешал двигаться. Он слышал шаги за спиной. Казалось, что еще немного, и его догонят. Но вдруг лес вокруг изменился. Птицы резко взлетели с деревьев, а среди тишины раздался низкий, предупреждающий звук. Из-за деревьев вышел взрослый рысенок. Теперь это был уже не маленький слабый зверек, который когда-то крал хлеб из избушки. Перед Егором стояла сильная взрослая рысь. За ней появились еще две рыси. Они остановились между стариком и незнакомцами. Люди замерли. Они ожидали увидеть испуганного зверя, но перед ними стояли животные, которые больше не боялись защищать свою территорию. После нескольких секунд тишины незнакомцы решили уйти. Они поняли, что дальше идти опасно, и быстро покинули лес. Когда все закончилось, Егор остался стоять среди деревьев.
Он посмотрел на рысь, которая когда-то была маленьким рысенком с украденной буханкой хлеба. Теперь перед ним был взрослый зверь, который вернулся, чтобы защитить того, кто когда-то спас его семью. Старик медленно улыбнулся. Он ничего не сказал, потому что слова были не нужны. Рысь еще несколько секунд смотрела на него, словно вспоминая тот день у старой избушки, а потом спокойно развернулась и ушла вместе со своими братьями в лес. Прошло много времени. Весна окончательно пришла в северный край. Деревья покрылись зеленью, ручьи снова зазвенели, а лес наполнился жизнью. Егор остался жить в своей маленькой избушке. Он по-прежнему был один, но теперь это одиночество было другим. Он знал, что где-то рядом есть живые существа, чью судьбу ему удалось изменить. Иногда вечером он выходил на порог дома, смотрел на бескрайний лес и тихо говорил: «Живите счастливо. Этого мне достаточно». И каждый раз ему казалось, что среди деревьев мелькает знакомый силуэт. Возможно, это была просто игра света, а может быть, рысь действительно приходила проверить старого человека, который однажды поделился хлебом и подарил надежду. Эта история напоминает нам о простом. Доброта никогда не исчезает бесследно. Даже маленький поступок может однажды вернуться самым неожиданным образом.